Приветствую всех на канале Горизонт событий. В Тбилиси накануне бушевал ураганный ветер. В столице попадали рекламные щиты, ездили по дорогам мусорные баки, повреждены здания. Мэрия также сообщает, что в разных районах повалены деревья, из-за чего повреждены машины и инфраструктура. На центральной дороге в селе Ахмедского муниципалитета ветер снес железную конструкцию автобусной остановки. Огромная пробка скопилась на КПП Верхний Ларс на границе с Грузией. Причиной транспортного коллапса стала непогода. Из-за сильной метели и лавиноопасности дорогу перекрывали на 4 суток. В результате чего образовалась пробка из 1000 машин длиной 6 километров. В Дагестане из-за непогоды без электроэнергии остались более 90 тысяч потребителей. Стихия затронула южные и центральные районы республики, а также горную местность. Там практически нулевая видимость. В Буйнакске повреждены кровли частного жилого дома и трехэтажного коммерческого здания. Сотрудники МЧС России ликвидируют последствия непогоды. Среди людей пострадавших нет. В восстановительных работах электроснабжения задействованы 48 бригад, 146 энергетиков и 52 единицы техники. МЧС советует не прятаться на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями и около недостроенных зданий. На провода упали. Многокилометровая пробка образовалась на башкирской трассе от Кумертау до Мелеуза. Люди стояли в ней несколько часов. Очевидцы сообщают, что на дорогах выпало столько снега, что большегрузы вязнут в сугробах и не могут подняться в гору. Ладогу немного тряхнуло. В Ленинградской области, возле Приозерска, зафиксировали слабое землетрясение 2,4 балла по шкале Рихтера. Очаг толчков находился на глубине 11 километров под дном Ладожского озера, сообщает Европейская средиземноморская сейсмологическая служба. В США в штате Пенсильвания произошло крушение поезда. Пожарные станции 14 и 99 направили расчеты на место инцидента. Сошли с рельс и перевернулись 5 железнодорожных цистерн. По имеющейся информации, железнодорожные цистерны были пустые, эвакуация населения не потребовалась. Пострадавших в результате инцидента нет. В Великобритании, в графстве Большой Манчестер, эвакуировали жители около 100 домов из-за небольшого торнадо. Как отмечается,
Торнадо нанес значительный ущерб имуществу в одном из жилых районов Манчестера. Сообщений о пострадавших не поступало, но многие жители были вынуждены покинуть свои дома в Столи-Бридже. Службы расчищают завалы и убирают поваленные деревья. Организация по изучению торнадо и штормов заявила, что необходимо провести детальное исследование местности, прежде чем подтвердить, что ущерб был нанесен редким британским торнадо. Метеорологическая служба подтвердила, что торнадо, вероятно, был результатом сверхмощной грозы. Вчера вблизи берега Франции наблюдался водяной смерч, который после выхода на сушу превратился в торнадо и принес повреждения в Форт-де-Франс на Мартинике. Сильные повреждения получили около десятка зданий, в основном сорваны крыши. Также есть поломанные и поваленные деревья. О пострадавших не сообщается. Перелив произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Венесуэле. В результате сильное загрязнение получили пляжи в Пуэрто-Кабельо в штате Карабоба. Жители, рыбаки и туроператоры выразили обеспокоенность по поводу нарушения их деятельности. В настоящее время власти работают над сбором нефтепродуктов и очисткой курорта. Новое извержение вулкана Марапи произошло накануне на острове Суматра в Индонезии. Вулкан выбросил очередной столб пепла на высоту в несколько километров. Странные огни наблюдались в ночном небе над Миланом в Италии. Объяснения им так и не нашли, что еще больше придало этому явлению загадочности и таинственности. Редким явлением, лунным гало и световыми столбами могли полюбоваться жители поселка Подгорье Выборгского района Ленинградской области. Лунное гало – оптическая иллюзия, вызванная преломлением лунного света от кристаллов льда в верхних слоях атмосферы. Световые столбы также являются результатом преломления света. Начавшейся зимой лунное гало фиксировалось и в Карелии. Также подобное явление, а именно солнечное гало, наблюдали жители Южно-Сахалинска на днях. Вышедшая из берегов река затопила питомник ездовых собак на Камчатке. Под воду уходит питомник Авачимы в Елизовском муниципальном районе Камчатки. Вода нанесла огромный ущерб инфраструктуре объекта, а также снесла собачьи будки. К счастью, по словам руководителя питомника Анастасии Шукшиной, собаки не пострадали и в данный момент находятся в безопасности. Сотрудники питомника, стоя по пояс в ледяной воде, героически их вытаскивали. Отметим, что Авачимы – довольно популярное место у жителей и гостей Камчатки. В питомнике содержится несколько десятков ездовых собак. В США рыбак и его дочь нашли в озере корабль, затонувший 152 года назад. Благодаря гидролокатору они обнаружили на дне деревянные панели. Изображение загрузили в интернет, где его увидели специалисты. Ученые изучили озеро с помощью спецоборудования и выяснили, что это Джордж Ньюман, корабль, севший на мель в 1871 году во время Великого пожара. Спасибо за просмотр.
И до завтра на нашем канале. Не забудьте подписаться, чтобы ничего не пропустить и оставаться в курсе последних событий.